Всем привет, я Наталья, и вы на моем канале о вязании. В этом видео свяжем с вами вот такой подвесной кармашек. Очень удобная многофункциональная вещь, удобно хранить всякие разные а, домашние мелочи. Вес такого кармашка и расход джута, соответственно, 100 грамм. Уходит джутовой нити на вязание такого кармашка. Ширина его 20 сантиметров и высота вместе с петелькой 32 сантиметра. Нам понадобится для вязания крючок номер 6, ножницы, игла с широким ушком, тупым кончиком, чтобы прятать хвостики нити. Ну и, соответственно, сама джутовая нить. У меня джутовая нить толщиной 1,5 мм и вяжу я в 2 ниточки. Всего расход 100 грамм. Начнем вязать. Начнем вязать со скользящей петли или с кольца амигуруми. Кладем короткий хвостик нити на ладонь, оборачиваем вокруг пальцев, делаем петлю чуть посвободней. Заводим крючок под нижнюю нить, подхватываем верхнюю, вытягиваем, снимаем с пальцев, снова подхватываем рабочую нить и провязываем через петлю. И сейчас кольцо нам нужно провязать 23 столбика без накида. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый. И продолжаем вязать 23 столбика без накида. Провязали 23 столбика без накида. Берем за короткий хвостик и немножко подтягиваем петельку, чтобы она у нас просто вот здесь вот в этом месте соединилась. Вот таким вот образом. И нам нужно соединить кольцо в круг. Заводим крючок под косичку самого первого провязанного столбика, подхватываем рабочую нить, вытягиваем на лицевую сторону и протягиваем через петлю на крючке. Соединили, делаем воздушную петлю подъема и разворачиваем вязание. Во вторую петлю от крючка провязываем 2 столбика без накида. Первый столбик и в то же основание провязываем второй столбик. В следующую петлю вяжем 1 столбик без накида. Провязали. В следующую петлю вяжем 2 столбика без накида. Первый и сюда же провязываем второй. Делаем воздушную петлю подъема и разворачиваем вязание. Во вторую петлю от крючка, первая, вторая, провязываем прибавку из 2 столбиков без накида. Первый столбик и сюда же провязываем второй столбик. Дальше вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Поочередно в каждую косичку. Первый, в следующую косичку второй, в следующую косичку третий. И в последнюю оставшуюся петлю в ряду мы провязываем прибавку из 2 столбиков без накида. Вяжем первый столбик, заводим крючок сюда же, провязываем второй столбик. Делаем воздушную петлю подъема и разворачиваем вязание. Во вторую петлю от крючка, первая, вторая, вяжем прибавку из 2 столбиков без накида.
Первый столбик. И сюда же провязываем второй столбик. Провязали. И дальше в каждый столбик без накида предыдущего ряда провязываем по одному столбику без накида. Провязываем все, кроме последней петли. Провязали. И в последнюю петлю мы провязываем прибавку из 2 столбиков без накида. Первый столбик и сюда же второй. Делаем воздушную петлю подъема и разворачиваем вязание. И так же, как и в предыдущем ряду, во вторую петлю от крючка, первая, вторая, провязываем прибавку из 2 столбиков без накида. Дальше мы провязываем по одному столбику без накида в каждый столбик предыдущего ряда, кроме последнего. В последнюю петлю мы сделаем прибавку из 2 столбиков без накида. Делаем во вторую петлю от крючка прибавку из 2 столбиков без накида, первый столбик и сюда же второй. Дальше провязываем по одному столбику без накида в каждый столбик предыдущего ряда. И у нас осталась последняя петля, в нее мы провязываем прибавку из 2 столбиков без накида. Первый столбик и сюда же второй. Делаем воздушную петлю подъема и разворачиваем вязание. Мы с вами провязали 4 ряда и начинаем вязать 5-й ряд. Он абсолютно такой же, как и предыдущий ряд. Во вторую петлю от крючка мы сделаем прибавку из 2 столбиков без накида. Дальше провяжем по одному столбику без накида в каждый столбик предыдущего ряда. И в последнюю петлю в ряду сделаем прибавку из 2 столбиков без накида. Вяжем 5-й ряд. Во вторую петлю от крючка, первая, вторая, провязываем прибавку из 2 столбиков без накида. Первый и сюда же второй. Дальше в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по одному столбику. И в последнюю петлю в ряду провязываем прибавку из 2 столбиков без накида. Первый столбик и сюда же второй. Делаем воздушную петлю подъема и разворачиваем вязание. И дальше мы просто повторяем все ряды. В каждом ряду делая прибавку в начале ряда и в конце ряда. В центре мы провязываем по одному столбику без накида в каждый столбик предыдущего ряда. И таким образом наше вязание будет с вами расширяться до получения достаточно большого треугольника. Всего нам нужно с вами провязать 30 рядов. Мы провязали 5 рядов, перешли на 6-й ряд и всего вяжем 30 рядов.
Провязали 30 рядов и получаем в итоге вот такой вот треугольник. Ниточку можно обрезать. Берем ножницы и обрезаем нить. Обрезали нить. Подхватываем рабочую нить и протягиваем через петлю. Фиксируем петельку, затягиваем ее. И с помощью иглы с широким ушком прячем хвостик в полотно. Заводим под петли. Прячем в полотно на необходимую, как вы считаете, длину хвостика, чтобы все надежно и крепко держалось. И сейчас мы будем формировать кармашек. Кладем вот таким вот образом к себе. Делим вот эту вот часть, самую длинную часть нашего треугольника, на 3 части. Считаем количество петель, делим их на 3, и нам нужно сложить кармашек вот таким вот образом. Складываем 3 части, 3 стороны. И сейчас это донышко нам с вами нужно сшить. Берем ниточки, отрезаем так же, как и вязали. В 2 нитки будем сшивать. Иглу с широким ушком. И начнем сшивать вот с этой стороны, с этого угла. Доходим до противоположного угла и дальше сшиваем уже до центра кармашка. Разворачиваем к себе. Поправляем все, соединяем снова. И заводим иглу под косички столбиков. Оставляем хвостик, чтобы можно было его потом спрятать. В обратную сторону также под косички столбиков. Вот таким образом. Все 3 стороны мы между собой сшиваем. И снова в обратную сторону. Под косички заводим иголочку в одну сторону и в другую сторону. Продолжаем дальше так сшивать. Вот до этого угла. Дошли до противоположного угла, соединили донышко между собой. И сейчас нам нужно соединить вот эту деталь сумки и вот эту. Прошить вот прям по шовчику. Шьем. Уже заводя иголку под петельки.
Аккуратно сшиваем все между собой. Цепляем петлю на одной части сумочки, подцепили и выводим снизу вверх на другую часть. Вытягиваем ниточку. Дальше делаем стежок по этой стороне и возвращаем на другую сторону. Цепляем уже другую петельку. Просто небольшими стежками соединяем эти две стороны до центра. Соединили эти детали сумки, дошли до центра кармашка. И сейчас ниточку можно обрезать, а хвостик спрятать полотном. Прячем все хвостики, которые у нас остались в процессе вязания, и наш подвесной кармашек готов. Вяжите с удовольствием, храните что хотите, и до новых встреч в новых видео.